Для этого вкусного и быстрого рецепта блинов я беру 3 яйца, 1/3 чайной ложки соли и 3 столовых ложки сахара. Так как блины у меня будут сладкие. Если же вы хотите не сладкие блины, например, для фаршировки, то 1 чайной ложки сахара будет достаточно. Для прекрасного аромата добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара. Теперь все ингредиенты хорошо перемешаем при помощи венчика или вилки. Так, чтобы сухие продукты растворились в яйцах. Затем отмерим 170 граммов муки. Если отмерять без весов столовыми ложками, это 7 таких вот полных ложек. К муке добавляю пол чайной ложки разрыхлителя. И добавлю их к яйцам, пропустив при этом через сито. И снова все хорошо размешаем при помощи венчика или вилки. И у нас быстро получается такая вот густая, но при этом однородная масса без комочков. Теперь к этому густому тесту я добавлю пол-литра слегка теплой воды. При этом добавляю ее постепенно. Сперва примерно 1/3. Перемешиваю воду с тестом до однородного состояния. При помощи такого способа добавления воды, при помощи такого лайфхака, тесто у нас получается без комочков, и его очень легко размешать быстро до однородного состояния. Последний ингредиент, который я добавляю в конце, 2 столовых ложки рафинированного растительного масла без запаха. Еще пару секунд перемешиваем. И тесто готово. Тесто у нас получается жидкое. Но благодаря такой вот консистенции блинчики получатся очень тонкими. Сковороду разогреваю на среднем огне. Для первого блина смазываю ее растительным маслом. Тесто выливаем на сковороду, оно очень хорошо растекается, распределяется. Эти блинчики будут очень тонкие, поэтому готовятся они очень быстро, чтобы легко переворачивались и не рвались в процессе переворачивания. Подденем немножко края. Зарумянились блинчики снизу, переворачиваем. Такие блинчики не рвутся, не прилипают, при этом они так красиво вздуваются и получаются как бы слоеными внутри. Каждый блин сверху я слегка смазываю кусочком сливочного масла, так они будут вкуснее и ароматнее. Напишите в комментариях, как вам нравятся такие пузырчатые красавчики. Из того количества теста, что у нас было на сковороде диаметром в 23 сантиметра, получается 14 блинов. Я надеюсь, что этот рецепт вкусных блинчиков на воде порадует вас и ваших близких так же, как и меня. И рекомендую вам подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк, если такой рецепт был вам интересен. И пишите ваше мнение в комментариях об этих мягких, нежных и тонких блинчиках. А главное, будьте здоровы, мирного неба вам над головой и до встречи в следующем вкусном видео.